Друзья, привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня я предлагаю вам приготовить лавандовый тарт. Это один из моих любимых рецептов, десертов, особенно на летнее время, потому что он очень легкий, не калорийный, не жирный, и при этом мы используем сезонные ягоды и фрукты. Это также базовый рецепт, который вы можете видоизменять под ваше настроение и под вашу фантазию. Поэтому пойдемте на кухню и давайте готовить вместе. Полный список ингредиентов, как обычно, вы найдете в описании под этим видео. Начнем приготовление с теста основы для тарта. Для этого смешайте 125 грамм пшеничной муки, 50 грамм сахара, 15 грамм миндальной муки, 1 грамм крупной соли. Хорошо перемешайте. Такой объем теста идеально подходит для выпечки в форме 24 сантиметра. Если у вас форма 36 сантиметров, просто увеличьте объем в 2 раза. Теперь нам нужно добавить натертое на терке сливочное масло, которое было предварительно заморожено. 100 грамм. Постарайтесь работать быстро, чтобы масло не таяло. Активно перемешайте его с мукой. Вот такая рассыпчатая структура у нас получается. Далее нам нужно будет добавить одно целое яйцо. Немного предварительно взбейте его. Перемешайте яйцо со смесью муки и масла. Работайте с этим тестом быстро, чтобы масло не таяло. По максимуму старайтесь не трогать его руками, чтобы сохранить хрустящую текстуру в будущем. Добавьте немного ледяной воды, для того, чтобы тесто было эластичным и собралось в шар. Если воды будет недостаточно, можно будет в последующем добавить еще небольшое количество. У нас должна получиться примерно вот такая консистенция. Нам потребуется 2 листа пекарной бумаги, между которыми мы будем раскатывать тесто. Померите, чтобы они были примерно размером с вашу форму. Присыпьте обильно мукой. Выкладываем аккуратно тесто. Присыпаем мукой и аккуратно разравниваем. Постарайтесь сохранить круглую форму. Если вы готовите это тесто летом или у вас дома жарко, то мой совет: накройте на этом этапе тесто вторым кусочком пергаментной бумаги и уберите на 15-20 минут в холодильник для охлаждения. После охлаждения в холодильнике тесто гораздо легче будет раскатывать до тонкого состояния. На данном этапе я раскатываю тесто размером примерно как дно нашей формы и убираю его также в холодильник либо морозильную камеру на 15-20 минут. Тесто хорошо охладилось, теперь нам нужно придать окончательную форму. Для этого раскатайте тесто размером чуть больше, чем наша форма, для того, чтобы создать бортик для нашего тарта. Посмотрите, как легко и просто работать с таким тестом, если вы его раскатываете при такой технологии между двумя листами пекарной бумаги.
просто идеально. Кстати, если вы чувствуете, что тесто на данный момент перегрелось, лучше уберите его вновь в холодильник. А сейчас нам нужно будет подготовить форму для укладки теста. Для этого обработайте ее маслом, либо спрей-маслом, как я делаю, и присыпьте довольно большим количеством муки. Чем лучше вы обработаете форму перед выпечкой, тем проще вы будете доставать тарты уже готовые из формы. Форма у меня подготовлена. Убираем лишнюю муку и перекладываем тесто в форму вот таким образом. Далее выравниваем тесто по форме. Этот процесс я просто обожаю. Он очень медитативный и напоминает о гончарном мастерстве. Если вы заметили, я не из тех людей, которые любят идеально гладкую и ровную форму для тарта. Мне очень нравится, когда на тесте остаются отпечатки пальцев и выемки от кончиков пальцев. Мне кажется, это создает особенное ощущение уюта и наслаждения от домашней рукотворной выпечки. С формой я закончила. Нам осталось наколоть дно вилкой. Затем накройте форму обязательно пищевой пленкой и уберите в холодильник минимум на 4-5 часов или в морозилку на 2 часа. Теперь приготовим лавандовый крем. Для этого нам потребуется 2 свежих или сухих соцветия лаванды, 500 мл горячего молока. Положите в него лаванду и оставьте на полчаса. А пока молоко пропитывается ароматом лаванды, нам нужно будет смешать 3 желтка и 100 грамм сахара. Далее добавляем 30 грамм кукурузного крахмала и вновь хорошо перемешиваем. Если за это время молоко успело остыть, его нужно дополнительно вновь прогреть, практически до кипящего состояния, и добавляем его в яичную смесь порционно. Особенно важен этот первый этап смешивания молока с яичной смесью. Нужно все очень хорошо перемешать до однородного состояния. Кстати, молоко вы можете ароматизировать и любыми другими травами, которые вам нравятся. Очень часто использую для этого ваниль, либо же лимонный тимьян. Также можно использовать мяту, мелиссу, все что угодно вашей фантазии. Далее переливаем смесь в кастрюлю, в которой предварительно на дно было добавлено небольшое количество воды. Таким образом смесь никогда не пригорит. Ну и, конечно, при очень хорошем помешивании. Не отходите ни в коем случае от крема, потому что на этот процесс вам потребуется буквально 5 минут. Помешивайте постоянно до загустения. После того, как крем загустеет, прогрейте его 1-2 минуты. Когда появятся на поверхности вот такие пузырьки, значит крем готов. Готовый крем обязательно нужно убрать с плиты, чтобы дно не пригорало, иначе это испортит весь вкус крема. Если вы хотите, чтобы крем держал форму при разрезе тарта, добавьте 1-2 листа предварительно замоченного листового желатина и хорошо перемешайте. На 500 мл молока вам потребуется 1 лист желатина и, соответственно, на литр молока 2 листа желатина.
Далее переливаем крем в емкость, в которой он будет охлаждаться. Накрывайте крем пищевой пленкой вот таким образом, чтобы она плотно прилегала к поверхности крема. Оставляем крем охлаждаться при комнатной температуре. Этот крем уже готов к применению, он очень вкусный и ароматный, но я решила его дополнить, а именно свежей жимолостью, которую я прогрею в сотейнике с 4 ложками сахара. Прогревать я буду совсем недолго, буквально до того момента, как сахар полностью растворится. Вы можете использовать любую ягоду по вашему вкусу, либо не использовать ее вообще. Как вы видите, сахар полностью растворился. Теперь эту ягоду нам нужно будет взбить блендером до однородного состояния. Крем охладился и уже немного застыл. Далее добавляем в него ягодное пюре и взбиваем блендером. Посмотрите, какой насыщенный и очень красивый цвет придает нашему крему ягода. Не бойтесь экспериментов, пробуйте делать крема с разными наполнителями. Структура крема стала однородная, полностью окрашенная. Крем превратился в более жидкую консистенцию, но не переживайте, он обязательно застынет, когда зальем мы его в тарт. Тесто у меня простояло в морозильной камере 2 часа и готово к выпечке. Выпекаем в предварительно разогретой духовке до 180 градусов 20 минут. Тесто должно хорошо пропечься и быть вот такого светло-золотистого цвета. Как вы видите, бортик немного просел. Для того, чтобы этого не случилось, перед выпечкой засыпайте на дно крупы всевозможные, либо специальные шарики для выпечки, и тогда тарт сохранит форму. Но меня такая форма более чем устраивает, поэтому тарт я охлаждаю полностью после выпечки и заливаю кремом. Я разравниваю крем. Далее я закрою пищевой пленкой и отправлю в холодильник минимум на 5 часов. Крем должен полностью охладиться и застыть. У меня прошло более 7 часов. Крем превосходно застыл, пирог охладился. Теперь я вынимаю из формы, перекладываю на сервировочную тарелку. Если вы не добавляли желатин в крем, то он будет более мягкий и при разрезе будет немного течь, но вкусовые качества также будут прекрасны. Теперь нам нужно украсить наш тарт. Если вы это делаете свежей ягодой, то украсьте ваш тарт незадолго до прихода гостей, чтобы она оставалась ароматной и очень вкусной и привлекательной. Также я люблю добавлять цветы, обязательно добавлю в этот тарт лаванду и присыпьте небольшим количеством сахарной пудры. Таким образом ягоды засияют. Посмотрите, какой потрясающий лавандовый тарт у нас получился. Приятного вам аппетита!
И до новых встреч, друзья!